Потерянный город Атлантида, возможно, был действительно найден. Ну, не совсем. Двое исследователей работали в водах у побережья Кубы, когда они обнаружили руины, напоминавшие древний затопленный город. Это произошло примерно 20 лет назад. И все же сегодня об этом почти не говорят. Как будто власти просто взяли результаты исследований, заперли их в каком-то строго засекреченном помещении и решили, что никто другой не должен знать об этом. Но почему? Ну, я вам расскажу. В 2001 году морской инженер Паулина Залицки и ее муж Пол Вайнсвик были наняты для исследования вод у западного побережья Кубы. У них было две главные задачи – искать старинные затонувшие корабли, возможно, с сокровищами вроде золота и драгоценных камней, а также обнаружить ценные залежи нефти и природного газа на большой глубине под водой. Они использовали сонар. По сути, это оборудование напоминает звуковой радар. Оно посылает под водой звуковые волны, которые, столкнувшись с чем-то вроде затонувшего корабля, отражаются обратно. Система может определить, где находится объект и на каком расстоянии, просто слушая эхо. Так что пара сканировала морское дно более чем в 600 метрах под поверхностью. И вдруг из ниоткуда они нашли нечто гораздо более интересное, чем золото или нефть. Они нашли камни, но не просто камни. Речь идет о огромных, идеально уложенных камнях, словно миниатюрная версия пирамиды в Чичен-Ице. Или, что еще лучше, будто несколько маленьких погруженных Чичен-Иц. Да, они это увидели. Во всяком случае, так им показалось. Дело в том, что сонар не работает как камера. Он определенно не записывает видео и не делает настоящие фотографии под водой. Что он делает? Это создает изображение с помощью звуковых волн. Обычно эти изображения — это лишь контуры или очертания, что-то вроде размытых черно-белых набросков. Он показывает, где что-то находится, но не отображает, как именно это выглядит. Именно это и случилось тогда. Оборудование начало регистрировать изображения этих идеально организованных каменных конструкций, и они действительно выглядели как некое городское строительство. Объект был слишком упорядочен и симметричен, чтобы быть просто случайным скоплением камней. Но звучало это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это открытие могло полностью поменять наше представление о древних цивилизациях на американском континенте. Поэтому ученые решили, что было бы слишком безответственно объявлять о чем-либо без дополнительных доказательств. И они вернулись на то же место. На этот раз они опустили подводное дистанционно управляемое устройство, чтобы действительно увидеть, что происходит под водой. Этот робот фактически был подводным оператором кадра. Да, и он подтвердил, там действительно было что-то странное. Это походило на древний город, построенный из огромных гладких гранитных блоков. Камни были приблизительно 2,5 на 3 метра. Некоторые имели форму пирамид, другие были круглыми. Некоторые, казалось, были специально обработаны и уложены друг на друга, а другие располагались отдельно. Вместе они создавали впечатление коридоров и очертаний комнат. Это было как открыть большие здания посреди подводной пустыни. Эти изображения убедили Залицки в серьезности находки. Она стала уверена, что эта удивительная структура, как она выразилась, могла быть крупным городским центром. Затем пара начала предполагать, что эти сооружения были построены более 6000 лет назад, что делает их старше великих пирамид Египта. Это даже старше знаменитой цивилизации майя, которая жила в Америке и известна своими древними и продвинутыми храмами. Исследования также предполагали, что эти сооружения могли принадлежать цивилизации, которая жила на территории американского континента 1000 лет назад и о которой мы вообще не знали. Предполагается, что эта цивилизация процветала на 160-километровом сухопутном мосту, соединявшем Кубу с полуостровом Юкатан в Мексике. Но затем произошло нечто катастрофическое. Согласно их теории, сейсмические разломы Земли сдвинулись под поверхностью, вызвав сильнейшее землетрясение.
и в мгновение ока весь мост был разрушен. Земля была поглощена морем и оказалась на дне океана, а эта цивилизация исчезла. Конечно, все связи с легендой о знаменитой Атлантиде полностью привлекли к этой истории внимание СМИ. На новостных сайтах появлялись заголовки вроде «Потерянный город Карибского моря найден» и «Атлантида открыта у берегов Кубы». Так могла ли это действительно быть Атлантида? Найдены ли были остатки этой, предположительно сверхразвитой и уничтоженной цивилизации? Ответить сложно. С самого начала часть научного сообщества оставалась скептичной. Во-первых, существовала проблема с датировкой. Утверждение, что эта цивилизация существовала в этом месте как минимум 6000 лет назад, звучало маловероятно. Во-вторых, некоторые европейские археологи полагали, что камни, обнаруженные с помощью сонара, на самом деле могли быть естественным известняком, а не идеально вырезанным гранитом. И в-третьих, глубина объекта была слишком большой. Даже учитывая теорию о разломах земной коры, поглощающих все, трудно объяснить, как целый город мог оказаться на такой глубине океана. Для сравнения, существует Переклеон, реальный древний египетский портовый город, который затонул и сегодня находится всего около 6 метров под водой. Однако найденный на Кубе так называемый город Атлантида расположен на глубинах от 600 до 750 метров. Видите, насколько это отличается? Люди считают, что таким каменным структурам понадобилось бы около 50 тысяч лет, чтобы погрузиться на такую глубину. И согласно экспертам, ни одна из известных цивилизаций того времени не обладала бы возможностями построить такие сооружения. Тем не менее, для Залицки теория о землетрясении была вполне убедительна. Она по-прежнему верила в идею разломов, объяснявших, как эта Земля так быстро оказалась на дне океана. Крупные движения тектонических плит обычно сопровождаются такими явлениями, как вулканы и землетрясения. Так что, по ее мнению, это могло быть мощное событие, и затопление острова произошло действительно быстро. Эта же теория землетрясения могла бы объяснить, почему одни мегалиты на морском дне выглядят организованными, а другие — нет. Чтобы доказать эту гипотезу, ученым нужна была специальная техника. Робот, который смог бы снова спуститься на дно и взять образцы камней и осадков. Таким способом можно было бы определить возраст валунов и, возможно, найти следы человеческой деятельности, гравировки, скульптуры или артефакты. Проблема в том, что бурение таких структур очень сложно. Камень похож на гранит, а бурение гранита на большой глубине под водой – задача сверхсложная. И главное, все это требует огромных финансовых затрат. По всей видимости, финансирование так и не было получено, потому что, несмотря на большой начальный ажиотаж, дальнейшие исследования и экспедиции не появлялись в отчетах. Из-за отсутствия последующей работы разгорелись многочисленные спекуляции. Некоторые даже предположили, что историю могли нарочно замолчать. Якобы власти хотят хранить это в строгой тайне. Поговаривали, будто этот подводный город построен некими высшими внеземными существами и держат в секрете это от нас. Но если говорить откровенно, самым сильным аргументом в пользу того, что это действительно потерянный город, стало то, что природа якобы не могла создать столь симметричное образование. Геологи пытались найти естественные объяснения или, как минимум, примеры схожих природных явлений в других частях мира, но безуспешно. Тем не менее, отсутствие очевидного природного объяснения не означает, что его нет. Природа способна создавать весьма удивительные и неожиданные вещи. Поэтому довод «слишком идеально, чтобы быть природным» оказывается довольно слабым. Скорее всего, эксперты просто не были убеждены, что речь идет о погруженном городе. Именно поэтому дальнейшая работа над этим объектом не велась. Со временем ажиотаж угас, история исчезла из обсуждений, и место погрузилось в забвение.
Без дополнительных данных истинная природа этих подводных формирований у берегов Кубы остается неизвестной. На этом все на сегодня. Если хотите удовлетворить свое любопытство, ставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.